Привет, товарищи! Это Артемий Троицкий, популярная советология, и сейчас у нас будет очередной сеанс вопросов и ответов. Вопросы и ответы, которые имеют отношение к двум выпускам нашей программы, по-моему, это 13-14 или что-то в таком духе. Советская армия, а также интернационализм и борьба за мир и мировую революцию. Ваши вопросы. С самого начала хочу сказать, что вопросов довольно много, хотя, конечно, армия – это не рекордный по количеству отзывов был выпуск, но тем не менее. Были некоторые очень интересные добавления к тому, что я рассказал, поскольку я предупредил, что я сам в армии не служил, поэтому, увы и ах, познания мои в этой области не глубоки. Начнем со всяких пословиц и анекдотов про армию. Попал — гордись, не попал — радуйся. В чем разница между армией и зоной? В армии почетно, на зоне позорно, а больше разницы никакой. Отличную историю тут прислал один из наших слушателей. Я ее, пожалуй, зачитаю от начала до конца, тем более, что она и в чисто литературном отношении прекрасно написана. Закончил институт без военной кафедры. В армию призвали с набором таких болезней, что могли бы и не призвать. Но получилось, как получилось. Служил 1 год, 7 месяцев и 17 дней. За это время прошел сержантскую учебку и перед дембелем офицерские сборы. Был женат и имел ребенка. Пока служил, жена на ребенка получала аж 35 рублей. В садик военком дочь не устроил, хотя и был обязан, за что по возвращении я его назвал козлом поганым, но утешение слабое. Уходил в армию и на льготной очереди стоял 21-м. Имеется в виду льготная очередь на квартиру. Вернулся и стал 26-м. Закончил еще 1 вуз заочно. Работал инженером на предприятиях с 1-м списком вредности, куда без службы в армии у меня не было бы шансов попасть. Вот это я не очень понял, почему охота попадать на вредное производство. Только из-за денег, что ли? Вы себя не жалеете. Жалею ли о службе в советской армии? Иногда да, иногда нет. Дембельский альбом не делал. От армии остались 2 десятка фото и жетон. Буква и 6 цифр. По поводу, всяких способов откосить от армии. Вот интересная такая штука, я об этом, честно говоря, не знал, что привилегии имели спортсмены. Спортсмены такие уже более или менее статусные, типа кандидаты в мастера спорта и так далее. Потому что этих спортсменов, их вместо службы, и это засчитывалось как служба, их брали в военное училище. Вот там они 2 года учились, это считалось, что они отслужили в армии. При этом они, наверное, выступали там за команду ЦСКА или что-нибудь в таком духе. Спортсменам было в этом смысле лучше. Пишут про Афган всякие грустные истории, про друзей, знакомых, братьев. Вот пишут, в частности, что все, кто вернулись из Афганистана, Сейчас я прочту это даже. Мой старший брат был в армии, когда начался Афган. Подал заявление на участие, но политрук его отговорил. Надо же. Его друг там побывал, привез наркоту оттуда. Вся ихняя тусовка на наркоту подсела. Почти никого из них уже нет сейчас в живых. Пишут, что об этом я знал, но не упомянул, что офицеры в армии всячески поддерживали дедовщину, по одной простой причине, что фактически старослужащие выполняли за офицеров их черную работу. И вот еще очень интересное, важное на самом деле наблюдение, которое, кстати, полезно и в сегодняшней России, то есть когда мы удивляемся тому, как безропотно люди, особенно люди из провинции, идут в армию на почти верную смерть, почему и чего ради. Нечто похожее, хотя, конечно, в гораздо более мягкой форме, было и в советской армии. Пишут, что
для деревенских жителей, ну, то есть вот для парней 18-летних из деревень, я думаю, что из маленьких там каких-то поселков, городков там и так далее, то же самое примерно для них. Служба в армии – это было окно в мир, то есть они ничего не видели, кроме своей деревни, никакой интересной, разнообразной и прочей городской жизни, поэтому для них армия была возможностью вообще хоть на мир посмотреть, хоть выбраться из этой своей глуши. Особенно пишут, если удавалось этим самым деревенским ребятам благодаря службе в армии попасть служить куда-нибудь там в Европу, в ГДР, в Чехословакию там, и так далее. Как слушали вражьи голоса в армии? Конечно, странный вопрос, но могу дать ответ, что слушали. Мне рассказывали немногие мои знакомые, кто в армии служил, что, в общем-то, у них там в этом смысле было довольно как-то все наплевательски и безалаберно со стороны начальства, и что они, находясь на армейской службе, слушали «Голос Америки» и прочие вражьи голоса, ну, при том, что техника для этого армейская у них была. Антивоенные песни. Тут мне напоминают, что были и другие антивоенные песни, помимо «Не стреляй, Шевчука». И приводятся в пример «Шар цвета хаки» Наутилус Помпилиус, «Афганский синдром» группы «Инструкция по выживанию», что-то, какая-то песня Алисы, но я так и не понял, что это за песня. Да, антивоенные песни появились, но это все появилось уже во второй половине 80-х годов. Уже гласность «Перестройка», уже программа «Взгляд», по которой песня «Шар цвета хаки» крутилась, я не знаю, там раз 10, по крайней мере. То есть это было уже не то. Ну, тогда же, естественно, и Боря Гребенщиков пел песню Вертинского «Я не знаю, кому и зачем это нужно» и так далее. Но вот в пик афганской кампании, то есть это начало 80-х годов, в общем-то, антивоенных песен я, по крайней мере, не слышал. По поводу службы в армии деревенских ребят пишет один из зрителей, что косили от армии только в Москве, а значит, в других местах якобы не косили. Но это, как минимум, спорное утверждение, потому что косили не только в Москве, но и в Ленинграде, и вообще практически во всех крупных городах это была очень популярная практика. Другое дело, что, конечно, в малых городах, в деревнях и так далее, там как бы не было вообще этой культуры откоса, да, там не было компаний, в которых считалось бы, что вообще в армии служить позорно. Поэтому, конечно же, там процент молодых людей, которые от армии старались откосить, был намного, я думаю, на порядок меньше, чем в столицах и крупных городах. Про стройбат пишут. Да, стройбат это была, конечно, отдельная практика. То есть, насколько мне известно, стройбаты использовали просто как бесплатную рабочую силу. Причем строили они не только какие-то армейские сооружения, не только рыли окопы или возводили блиндажи. Эти стройбатовцы, они вовсю использовались армейским начальством для того, чтобы строить им дома, дачи и так далее. При этом, в общем-то, военной какой-то особой подготовки, насколько мне известно, в стройбатах не было. Я не уверен даже, что им выдавали оружие. Тем более, что в стройбаты, как известно, туда шли в основном призывники из Средней Азии, которые толком и по-русски даже говорить не умели. По поводу Средней Азии, это уже скорее касается интернационализма, нашей другой темы. Пишут тут, что процветало не только антисемитизм в Советском Союзе, но и такое, как бы сейчас сказали, расистское отношение, то есть люди из Средней Азии – это, естественно, чурки или там косоглазые или как-то еще, потом отдельное отношение к кавказцам также не очень радушное и дружеское. В общем, да, в Советском Союзе это было, хотя это было не настолько заметно, как сейчас.
А сейчас вообще ситуация очень сильно изменилась, потому что очень сильно изменился состав населения, как вы знаете. То есть если раньше всех вот этих так называемых чурок и так далее, их называли еще нацменьшинство, то теперь это фактически нацбольшинство. Их огромное количество, причем повсюду, и в Москве, и в Сибири, и неизвестно еще вообще, кто теперь меньшинство. Про армию, пожалуй, все. Про субкультуры тут тоже пишут интересно про то, какая была разница в разных районах городов, на примере Владивостока. Очень упорно меня просят рассказать про секты. Я считаю, что ценность, интересность популярной советологии в том, что я говорю о каких-то вещах, которые сам испытал лично, и рассказываю об опыте своем, об опыте своих друзей и подруг, в общем-то, о том, что я знаю достаточно глубоко и, так сказать, на ощупь. Про секты в СССР я не знаю ничего, равно как я, скажем, очень мало что знаю про советский спорт. Вот у меня вот практически не было в жизни знакомых, с одной стороны военных, с другой стороны спортсменов, с третьей стороны сектантов. Конечно, я мог бы просто погуглить, заглянуть в Википедию и так далее, что-то там об этом сказануть, но это будет уже не то, это уже будут не сведения из первых рук, это будет что-то такое, что вы сами можете совершенно спокойно сделать. Поэтому извините, но про секты я рассказывать не стану. По интернационалистической дорожке теперь. Хороший вопрос. Имела ли успех в СССР африканская и латиноамериканская музыка? Были ли ансамбли? Да, в общем-то, ансамбли были, потому что у нас было очень много студентов из Латинской Америки, из Африки, немножко меньше, но из Азии тоже. Они все учились не только в университете имени Патриса Лумумбы, но и в куче других учебных заведений. И очень часто они создавали свои ансамбли. Эти ансамбли, они иногда выступали даже по телевидению, там, естественно, в пропагандистских целях. А теперь ансамбль чилийских студентов, а теперь, группа художественной самодеятельности из Нигерии и так далее. Сказать, чтобы они имели какой-то большой успех, нет, не могу. В общем-то, хитов у них не было, но были другие хиты. Были хиты международные, но при этом африкано-латинского происхождения. Скажем, песенка Африка Симона, Хафанана, или куча всяких латиноамериканских песен, причем еще начиная с 50-х годов. Знаменитая песня «Кукарача» – это мексиканская песня, «Бесаме мучо» – кубинская песня. В общем, относились у нас к этой музыке совсем неплохо, но опять же вспомните ламбаду бразильскую. Так что в этом смысле я бы сказал, что советский народ особыми расовыми и национальными предрассудками не отличался. Опять же, были некоторые чисто негритянские, черные, да, извините, вот слово на букву «Н» сейчас говорят произносить нельзя, чернокожие ансамбли типа Бонни М, те же самые, или чернокожие артисты, невероятно популярные в СССР, скажем, Стиви Вондер. Я думаю, что когда мы будем говорить о музыке, то я к этой теме в той или иной степени вернусь. Что касается собственно, советских русских ансамблей, то я знаю только один под названием «Гренада». «Гренада», они исполняли латиноамериканские революционные песни, а также советские революционные песни. По-моему, этот ансамбль существует до сих пор, хотя его участникам уже, я думаю, лет по 70, если не больше. Мой отец с ними общался, мне их репертуар был не особо интересен, поэтому я с ними не общался, но ансамбль был довольно известный. Опять же, не потому, что популярный и хитовый, а потому, что их постоянно использовали во всяких политпропагандистских мероприятиях. Тут совершенно справедливо пишет один из зрителей, что в советское время были влиятельные
иностранные, в том числе западные компартии, ну там, скажем, французская, итальянская, были знаменитые симпатизанты СССР. Приводятся в пример люди от Альберта Эйнштейна до Астрид Линдгрен. Вот. А у Путина, как тут написано, только медийные шлюхи и реакционные шизофреники. Да, это совершенно верно. Это вообще большая тема, потому что, ну, в конце концов, Советский Союз считался левой страной и всячески пытался доказать, что это левая страна, хотя тоже имел весьма правые некоторые замашки и империалистические, и милитаристические поползновения. Но, тем не менее, очень многие на Западе как бы они продолжали воспринимать СССР как такую идеалистическую, революционную левую коммунистическую страну, и отсюда там и все эти компартии, и симпатизанты в лице известных писателей, философов, интеллектуалов, там Жан-Поль Сартр там, и так далее. А сейчас, да, сейчас, конечно, путинскую Россию никто из по-настоящему, скажем так, статусных западных людей не поддерживает, то есть буквально ни один, кроме, по-моему, кинорежиссера Оливера Стоуна, но будем считать, что это исключение, подтверждающее правило. А так, да, все какие-то медийные шлюхи и реакционные шизофреники, как верно было замечено. Спрашивают меня про Петроянду, чешскую группу «Олимпик». Ну, это не на эту тему, но на самом деле для меня это такой очень сентиментальный и трогательный вопрос, потому что я-то жил в Праге до 1968 года включительно. И да, я был тогда и клуб под названием «Олимпик», и группа, резидент этого клуба тоже под названием «Олимпик», и Петр Янда был лидером этой группы. И, ну, первым моим рок-концертом это все-таки была не группа «Олимпик», а группа «Rebels» Иржи Корна. А вторым рок-концертом живым, который я посетил, были именно «Олимпик». «Rebels» — это был клуб «Слунечко», «Солнышко», а «Олимпик» — это было аккурат в клубе «Олимпик». Лично знаком не был, но тогда это вообще, я был 12-летним парнем. Впоследствии тоже не познакомился, хотя с некоторыми чешскими подпольными рокерами я был знаком. Еще, опять же, про Чехословакию по поводу оккупации и не оккупации. Нет, будем все-таки считать, что Чехословакия была оккупирована, так же, как ГДР, Польша, Венгрия. Советская армия там стояла, естественно, переворот 1948 года, Клемента Готвальда и так далее, тоже все было устроено целиком и полностью Советским Союзом. Единственной страной, которая как бы сохранила... Да, и главное, судьба Чехословакии была решена на Ялтинской конференции, когда Рузвельт, Черчилль и Сталин поделили Европу. Точно так же, как в свое время Молотов и Риббентроп это сделали, но уже по совсем другим границам. И вот по этой самой Ялтинской договоренности Чехословакия, так же как и Венгрия, и Польша, и Румыния отходила к сфере влияния, так это называлось, Советского Союза. Там было две страны, относительно которых были некоторые колебания. Это Австрия и Греция. Вот. Они в результате все-таки остались в западной зоне влияния, хотя, значит, были попытки СССР их тоже прикарманить. И закончу я эту тему как интернациональную, так и армейскую. Зритель из Литвы пишет о том, что во время службы в советской армии 2 года меня фашистом обзывали. Вот так вот, только за то, что он литовец. Все, ребята, спасибо за внимание. Это был Артемий Троицкий. Вопросы и ответы. На все вопросы я буду стараться давать честные и, по возможности, подробные ответы. Вам всего наилучшего и до новых встреч.